Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Покровитель из тени. Кто тайно оберегает тебя и следит, чтобы ты не споткнулась? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после вашей сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса, как обычно, совет психолога. Надеюсь, вам будет полезно и интересно. И, пожалуйста, продолжаю призывать вас. Пишите любые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в ежедневном быту, в жизни, вот каждый день, да, на которые вы хотели бы иметь ответы профессионального психолога. Я буду собирать их в тематические блоки, и на все заданные вами вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Спасибо. Иногда самая большая сила – это та, которую мы не видим. Пока вы сражаетесь со своими драконами и строите свою жизнь, кто-то невидимый стоит за вашей спиной, оберегая ваш покой. Этот человек – ваш личный покровитель из тени. Он может просто думать о вас с такой силой, что ваши дороги выравниваются сами собой. Кто-то молится за вас, да? Может, этот человек, он совершает реальные поступки, о которых вы узнаете спустя годы. Кто же этот человек, чья молитва или забота стали вашим невидимым щитом? Давайте узнаем, кто этот тихий герой в вашей жизни. Так, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты! Очень искренняя, как большой ребенок. Умеете дружить, умеете быть поддержкой, опорой, умеете любить. Для вас любить равно дышать, да? Дышать равно любить. Так, о чем это? Ой, ну тут же показано, вы и пострадали от своего, может быть, где-то, ну, некрасиво скажу, излишнего милосердия, да, звучит ужасно, но, девочки, по факту получается так. Тут посланник высших сил, женщина, которая, в принципе, несет добро, свет, заботу. Многие вашу доброту, к сожалению, считывали, может быть, в прошлом, не знаю, может, и сейчас, как слабость. Но это вопрос к ним, это вопрос не к вам. Скорее всего, вы тоже с этим столкнулись, да, что вашу любовь, вашу нежную какую-то привязанность, может быть, сразу с удовольствием воспринимают, эйфория, да, хотят там и общаться с вами, а потом воспринимают как должное, даже когда вы там не можете прийти на помощь в силу разных обстоятельств, а к вам уже какие-то претензии, как будто бы ты должна, а как же ты всегда помогала, а тут почему? Ну вы поняли, да, как потребительство какое-то. Тут не так идет. Как будто бы очень мало людей, которые истинно понимают ваше это любящее сердце и отдают себе отчет, насколько вы ценны. Тут как будто бы потом уже свыкаются и, знаете, к хорошему быстро привыкают. В принципе, мне показано, вы такая, как лучик солнца. Тут, повторюсь, где-то как большой ребенок, можете радоваться всяким мелочам, заряжать этим оптимизмом окружающих. Опять-таки, для ваших друзей вы являетесь тем самым, может быть, кому-то это карманный психолог, так как тут еще идет и иерофант, а иерофант — это у вас заключена неимоверная сила, вы можете быть наставником, учителем, идейным вдохновителем. У кого-то это, в принципе, даже с вас берут пример того, как вы преодолеваете какие-то трудности. Тут сочетание такое, по иерофанту, духовный рост, развитие, у вас есть на это запрос, вы никогда не останавливаетесь в этом развитии. То есть даже если с вами там кто-то общался полгода назад, тут встреча какая-то, и у вас столько может быть новостей, но это связано конкретно с тем, что вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону. Может, в принципе, какая-то информация такая, которая дает понять вашему собеседнику, что вы не стоите на месте, опять-таки, что у вас тут планы уже какие-то есть. Вот тут так, с вами очень интересно. Тут девочки много уделяют времени своему развитию, да, в том числе и духовному.
Так, ну, много знает, да, запрос на получение этих знаний, причем эти знания могут быть самые разнообразные. То есть, по большому счету, наверное, вы чуть ли не с любым человеком сможете найти точки соприкосновения, сможете выстроить какой-то действительно такой интересный диалог, и он будет продуктивный, и мало того, в первую очередь вас ощущают, знаете, как вот вас, это какой-то такой светлый человек, который дает море оптимизма, поддержки, вот наполняете этим светом, согреваете, прям солнечная какая-то такая. Но тут же я говорю, что вы могли пострадать от своей доброты, от того, что неизменно вокруг таких людей всегда вот крутятся вот эти потребители, вампирчики, которые с удовольствием берут, а потом еще претензии предъявляют, и что-то так мало начала давать. А вот тоже на последнем издыхании думаете, да тут хоть бы для себя оставить тут глоток этого свежего воздуха, как вы мне все дороги. Но тут так, как будто бы вам нужно поработать с этими рамочками, границами, где-то научиться говорить «нет». Идите все в эротические дали, или хотя бы через одного, да. При этом показали вас, женщина сама по себе очень привлекательная, для мужчин, для многих архетип любовницы. В чем это проявляется? Ухоженная, знает, где подчеркнуть свои достоинства во внешности, на чем сделать акцент. Но самое главное, это характеристика этой карты, это муза, да, то есть вдохновляете, как-то завораживаете, магнетизм есть. И энергетически наполненная. Может быть, вы сейчас в силу каких-то обстоятельств уже не чувствуете в себе этот сумасшедший приток энергии, но сама по себе вы показана вот, энергетически очень наполненная женщина. Вот тут прям сгусток такой энергии. Тут такой светлый человек, я не знаю, прям мне не хочется собирать даже эти карты. Классная такая энергетика. Просто нужно научиться давать отпор, да, и на место ставить нехороших людей каких-то. И тут, скорее всего, вот эти карты, говорящие о том, что вы уже присматриваете какие-то пути для своей реализации. Вот эти это планы строите. Может быть, говорите, это все классно, да, я хороший человек, да, но хороший человек это не профессия. Да, есть такое выражение. Хотя могу поспорить, но тут другое еще. Тут вы как будто бы говорите, я хочу себя реализовать, я хочу в себе еще эту грань открыть, рассмотреть, применить, в принципе, раскрыть свой потенциал. Вот такая у меня сегодня девочка пришла. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим. Кто же этот покровитель из тени? Кто тайно оберегает тебя и следит, чтобы ты не споткнулась? Инсайт будет, озарение, что-то вы узнаете, да? Может быть, кого-то узнаете. Может, имя, фамилия, адрес. Сейчас все нам расскажут. Смотрим, кто же этот человек? Может, какой-то его психотип, может, что-то нам подскажут. Кто же этот человек? Для начала хотя бы мужчина, женщина, кто он? Кто этот человек, ваш покровитель? Так, что именно он делает для тебя прямо сейчас, чего ты не замечаешь? Мы же тоже все люди, человеки, мы тоже к хорошему быстро привыкаем, да, и даже что-то можем не замечать. А когда это пропадает, когда мы начинаем в чем-то нуждаться, то мы сразу вспоминаем. Так, как этот человек проявляет себя в твоем пространстве? Через какие-то, может, фразы, я не знаю, символы. Мы посмотрим, действия, как он себя проявляет в твоем пространстве, как этот человек себя проявляет. Так. Ой, девочки, почему он выбрал оберегать именно тебя? Я пропустила одно, вот сюда его. Почему этот человек выбрал оберегать именно тебя? Может, это кармический долг или безусловная любовь, как у мамы к ребенку, да? Ну, посмотрим. Почему этот человек выбрал оберегать именно тебя? Так, нужно ли выводить этого человека на свет, да, то есть благодарить, или достаточно просто послать ему лучик благодарности, да, молитву за его здравие. Так, смотрим.
Нужно ли выводить его на свет, озвучивать это все, или достаточно послать лучик благодарности? Итак, начинаем. Первое у нас. Кто же этот человек? Психотип его. Ух ты. Какой-то человек очень важный в вашей жизни, фундаментально такой, прям. Так, о чем? Кто же этот человек? Кто же этот человек? Кто же этот человек? Карнавал, смерть, вора. Кто это? Кто это? Непонятно. Сейчас будем уточнять. Так, это мужчина, женщина. Так, кто тайно оберегает тебя и следит, чтобы ты не споткнулась? Так, это мужчина, женщина. Король мечей, это мужчина. Какой-то мужчина. Но я вам хочу сказать, тут по влюбленным выбор. У кого-то, девочки, знаете, ну не люблю так палец в потолок, но по влюбленным выбор. Выбор может быть у кого-то и женщина, у кого-то даже с мужским как характером может быть так вот. Ну, мне так оно выходит, знаете. Вот. У кого-то это может быть один из родителей, я вам хочу сказать. У кого-то может быть один из родителей уже ушел, а второй как будто бы, ну, за часть, знаете, как часть берет ответственности за того, кто ушел, и хотел бы оберегать вас. Ну, это так, притянуто за уши, но это то, что мне пришло в голову. Так, король мечей. Очень интересно. Оберегает. Тайно оберегает, чтобы не споткнулась. Да, мне тяжело мне делать этот расклад, сразу говорю. Как-то. Так, мужчина этот. Я же уточняю, это род, семья, карта шанс. У кого-то это прям близкий человек, я имею в виду, может быть, отец, брат. У кого-то это может быть, у кого-то даже ваш супруг, я вам хочу сказать. Человек умный, проницательный, в принципе, практичный, прагматичный, но тут такое, как будто бы он очень сложный, этот человек сам по себе, непростой. А вы с ним могли проживать с этим мужчиной, да, если это мужчина, тяжелые времена, даже если это там папа. Тут у кого-то вы могли сталкиваться даже с эгоизмом этого человека. Вам казалось, что этот человек может быть в какие-то моменты, если это там папа, супруг, я не знаю, это может быть там отец. У кого-то отец, а у кого-то это отец, которого уже нет, ну, в живых. Ну, супруг меньше похоже. Давайте так. Ну, очень похоже на кого-то из родственников. Вот так вот мне. Какой-то как будто мужчина, он оберегает. При этом, повторюсь, у вас не самые такие могли быть классные с ним взаимоотношения. Разные могли быть, да. Где-то вы могли даже как будто бы избегать его. Могли считать этого человека даже слишком то ли навязчивая у кого-то его забота, у кого-то наоборот, вы считали, он недостаточно о вас может заботиться. Даже так, тут как больше думал о себе, вот у кого-то и по павлину я так могу это считать. Но это своего рода тут карнавал, это как будто бы не то, что там вы заблуждались, но это не совсем соответствует истине. То есть этот человек, получается, всегда о вас заботился. Просто вы могли по-другому на это все смотреть. Ему было очень важно вас уберечь от каких-то гор и препятствий, действительно тяжелых испытаний в вашей жизни. Он был рядом, когда были эти испытания. Карта смерть, когда вам нужна была действительно его поддержка, вот прям в тяжелые времена, этот человек был рядом. Но мне так идет. Подумайте, кто это. Может, брат какой-то, может быть, друг, кстати, может быть.
Ну, вот, что-то не так. Хотя вы на него могли даже и обижаться тут за какие-то моменты. Мгм. Не могу сказать, что прям все так было прекрасно, ровные какие-то взаимоотношения. Нет, нет, они тут похожи на кармические какие-то уроки, которые вы с этим человеком должны были пройти. Тут, тут, скорее всего, человек мог вас и оберегать, и в то же время старался, чтобы вы э, тоже росли, развивались, проходили эти трудности. Знаете, не так, что он полностью вас от всего оградил, и все, и вы живете как в каком-то изолированном мире. Нет, нет, просто этот человек где-то незримо постоянно был рядышком. Если бы действительно у вас тут были вот эти вот офигеть какие тяжелые времена, он всегда бы был, пришел вам на помощь. Мне так показали. Так, смотрим, что именно он делает для тебя прямо сейчас, чего ты не замечаешь. Ну, вы должны понимать нюанс, да, если человека нет в живых, то, ну, как-то интерпретируем. Так, это какие-то растраты, клетка, луна, печаль, убеждения, возможности. Знаете, кто-то из, ну, это, эти люди, этот человек, может быть, да, это вот у нас мужчина, у кого-то это женщина с мужским характером. Знаете, это может быть как будто бы на своем даже отчасти примере показывают вам, что не нужно замыкаться вот этой клетки собственных каких-то убеждений, стандартов. Не нужно пребывать долго в таком состоянии. Тут как будто бы дай себе шансы, вот тут возможности. Я не говорю, что вы должны там свои убеждения менять каждые там полгода там, или каждые 2 месяца. Нет, но тут даже вот как будто бы вы должны прислушаться, может быть, к его каким-то высказыванием не по поводу вашей жизни, а по поводу собственной его жизни. Тут такой вот, у него может быть печальные какие-то, знаете, умозаключения по поводу несбывшихся у кого-то мечт, у кого-то страхов, из-за которых он не пошел там в реализацию, у кого-то не дал себе возможности там рискнуть, где-то ограничивался тем, что есть, где-то, может быть, боялся потерять то, что есть, да, вот тут вот как будто бы, я вам хочу сказать, этот человек, опять-таки, возвращаясь больше к примеру его собственной жизни, он может быть на своем вот примере, он даже кто-то может говорить, допустим, я не хотела бы, чтобы ты повторяла моих ошибок. Я не хотел бы, чтобы, допустим, ты в конце своей жизни пришла к какому-то такому финалу и ощущением того, что у тебя были эти возможности, вот тут тысячи этих возможностей, а ты не рискнула, а ты в это время предпочла в этой зоне какой-то типа а-ля комфорта находиться. У тебя и были возможности, а ты вот по луне где-то что-то, ну, не буду говорить профукала, но где-то в каком-то подвешенном состоянии таком была и давала себе обещание с понедельника, с Нового года, может быть, да, опять-таки, вот, чтобы потом не чувствовать себя вот такой вот, знаете, как печаль за бесценно прожитые годы, да, но я утрирую, но вы поняли, карта печаль, видите, тут девочка мечтала об этом мороженке, когда она его получила, получается, самое вкусное растеклось по этому асфальту, а в руке этот какой-то невкусный держит этот вафельный стаканчик. То есть где-то откладывание жизни на потом, вот потом, тут может сыграть и с вами какую-то такую злую шутку. У кого-то первое, что он делает для тебя прямо сейчас, тут человек, который разбрасывается деньгами. У кого-то это действительно может быть человек дарит вам заботу, внимание сейчас, да. У кого-то материально помогал в свое время. У кого-то вот как мог в моменте, так и помогал. Вот так мне идет. Понятно, что нам всегда чего-то вроде как мало. Тут просто человек просто как мог, он так и проявлялся, как мог, так и помогал. Мотивация. Почему он выбрал оберегать именно тебя? Кармический долг или безусловная любовь?
Вы знаете, вы для него тоже урок. Ух ты. Ну, тут у многих идет человек или старше вас, или он уже осознанный, ну, многое осознал, как будто бы, ну, тут больше про свою жизнь. Почему он выбрал оберегать именно тебя? У кого-то он вас воспринимает как продолжение своего рода. У кого-то, ну, правда, как будто не хотел бы, чтобы вы повторяли его какие-то ошибки. У кого-то этот человек, опять-таки, он мало о ком и заботится, и в принципе, как будто особо такой функции, может быть, нет, что там у него она есть, но есть, нет, но черствое сердце, тут как будто бы человек может быть сам по себе уже разочарован в человечестве и не видит смысла. А именно в вашем случае вы как-то вот его задеваете, и струны его души, ему хотелось бы именно для вас быть таким каким-то покровителем, да, вот тут так вот. И у кого-то карта старость, тут, да, все-таки человек может быть, знаете, как будто бы уже для себя осознает, уже четко у него есть в жизни приоритеты. Вот вы вот этот огромный какой-то в жизни его приоритет, бонус. А вокруг как будто бы мало людей, которые для него являются вот близкими, родными. То есть я не могу сказать, что тут не безусловная любовь, тут у вас могли быть и тяжелые времена с ним, могли какие-то терки быть, взаимоотношения, но взаимоотношения такие какие-то не очень простые могли быть. Так, сейчас водички попьем. Больше мне все-таки это похоже на кармический где-то долг, и даже вы его чему-то учите. Может, учите это свое сердечко открывать, может быть, при взаимодействии с вами он получает даже ответную какую-то реакцию, которая ему дает надежду на то, что он не зря живет, не зря прожил, как какой-то лучик света, правда, в темном царстве. Мне прям так идет. Уже не знаю, что это карта обида. Тут много карт таких, знаете, они странные. Повторюсь, если это кармические взаимоотношения, они не бывают ровными, белыми, пушистыми. Тут через боль у многих, через какие-то претензии, через, опять-таки, вы можете быть чем-то недовольны, его отношением к вам. Он, также какие-то претензии. Но все равно, несмотря на все это, вы друг для друга, по идее, остаетесь близкими людьми. Обида, работа. Но опять-таки, тут скорее как будто бы были обиды, но вы над этим поработали. И есть желание работать с этим. Ну и опять-таки работа это скорее, повторюсь, как кармические долги друг другу, как отдаете. Я это буду считывать так. Следующее. Как он проявляет себя в твоем пространстве? Через какие символы, фразы, уж не знаю, там взаимодействие. Ага, эволюция, добро, мир, нежность, надежда, свадьба, уединение. Этот человек, сразу скажу, если в какое-то время мог там, знаете, желать быть чуть ли не главным в вашей жизни, но присутствовать, иметь авторитет, то вполне возможно, как бы в последнее время у кого-то в силу там разных причин, ну в силу причин там действительно там уже как энергии поменьше стало, может быть, по-другому себя человек проявляет. Уединение. Человек дал вам, как вам сказать, свободу выбора даже. И как он проявляется в пространстве. Эволюция, скорее всего, изначально он хотел для вас добра, карта мораль, эволюция, видел вас женщиной, девушкой, у которой есть потенциал, большой потенциал, эволюция. Он был заинтересован в том, чтобы вы развивались, чтобы в вашей жизни все было прекрасно. Тут как-то так. При этом карта нежность. С нежностью на вас смотрел, да, и надежда на то, что вы там будете счастливы. Ну, в том числе у кого-то, если это тут ваш супруг, да, то тут карта свадьбы. Он все-таки хотел, чтобы вы были рядом с ним. Надежда, что вы будете вот как одним целым, у кого-то так. Но в последнее время, кстати, у вас могут быть
карта уединения, вы больше времени проводите, ну, я не буду сказать, что тут одиночество вдвоем, нет, тут не об этом, тут скорее, может быть, человек в сторону чуть-чуть отодвинулся и понимает, что вам нужна таки эта ваша реализация. Вот мне так идет. Если это там отец какой-то, наставник, брат, там, ну, ладно, там больше как мужчина все-таки у меня вышел, то повторюсь, этот человек всегда был заинтересован в том, чтобы вы развивались. Может быть, именно на ваше обучение, на развитие. Он многие там и не против были спонсировать, помогать. Тут карта мораль с открытыми ладонями. Видел в этом позитив всегда. И поощрял ваши вот какие-то там достижения. И опять-таки нежность, это искренние какие-то чувства, которые, может, даже он скрывал, редко проявлял в отношении вас. Угу. Но это есть, это было. Так, нужно ли выводить на свет или достаточно послать луч благодарности? Страхи, дьявол, ангел, нерешительность, расчет, холод. Ой. Тут говорят, у вас, повторюсь, еще отношения не очень простые. У кого-то тут вот накрывать какие-то, знаете, ну не знаю, претензии, не претензии, но тут у кого-то даже какие-то пытаетесь, кто-то пытается разобрать по полочкам мотивы его поступков, да, может для вас не всегда непонятные. Тут как борется карта страхи, дьявол и карта ангел. До конца, может, вы даже не понимаете, этот человек действительно ли является для вас этим ангелом-хранителем. Для кого-то можете думать о том, что если бы он хотел, он бы мог бы, допустим, больше помочь. Тут карта расчет, вот как-то так. Но вам говорят, вам нужно отстраниться, перестать вот какими-то такими, как вам сказать, воспринимать эти взаимоотношения именно на таком уровне. Тут не материальном больше, тут больше в том, что человек действительно понимает, что вы для него чуть ли не самый главный и самый важный человек его жизни, по крайней мере, очень, очень ценный. И так как он тут личность такая своеобразная, да, непростая, соответственно, и любовь, и его проявление, и нежность, она также будут, ну, не совсем стандартные. Может быть, для вас вот, это знаете, как мужчина, женщина, да, говорят, разговаривают на разных языках. В принципе, там языки любви у всех одни. Для одной женщины любовь это будет прогулки под луной, да, там звездное небо, высокопарные слова, стихи. Для другой это будет, там, не знаю, какой-то покупка кабриолета, да, там еще что-нибудь. Или колье с бриллиантами. Вот. Ну, я утрирую, но вы поняли, да? А для третьей девочки это будет, в принципе, любовь, проявление. Это если мужчина подойдет там в зимний вечер, плед какой-то набросит ей на плечи и оденет вязаные носочки. Для нее это будет лучше, чем охапка цветов каких-то. Ну, я к тому, что для каждого свое. А у вас тут какая-то, как, знаете, несоответствие. Для вас вот, может быть, даже в голове... И допустим, если это супруг, да, то у вас могут быть много претензий к нему по этим картам. Может быть, хотелось бы, чтобы он был более щедрый или как-то проявлялся чаще, в том числе и материально. Вы можете говорить там, мне лучше, чтобы он мне там, не знаю, подарки чаще дарил, там еще что-то. Но при этом вы можете забывать даже какие-то мелочи, не замечать. Там элементарно вы приходите домой, там у вас ужин уже приготовлен, да, с детками муж там, я примеры привожу, там уже уроки сделал, а вы многие вещи можете закрывать глазки на это и не замечать. Вы понимаете, да? К хорошему тоже мы все привыкаем быстро.
Ну, он не может или не привык он так проявляться, как бы вам хотелось бы. Ну, у вас есть язык, вы можете разговаривать, но при этом не обесценивать действительно его заботу и внимание этого человека. То же самое, там, если это отец, там, брат, еще что-нибудь. Вам бы, может быть, хотелось, чтобы в каких-то моментах он по-другому поступал, так как вы это видите. Но при этом вспоминайте моменты, когда рядом было его плечо, поддержка этого человека. В те времена, когда вам было трудно, действительно. Может быть, вы воспринимаете, а как по-другому? Я бы тоже пришла ему на помощь. А бывают разные ситуации, девочки. Бывают родственники отмораживаются, а бывают, наоборот, палки в колеса пытаются вставить. Разные бывают ситуации. Вот тут вам говорят, 100% вам нужно послать ему луч благодарности. Если этот человек еще живой, то я вам хочу сказать, я бы даже при возможности всегда подчеркнула и сказала спасибо тебе за то, что ты был в моей жизни, за то, что ты есть в моей жизни. Конкретно какие-то, может быть, вот нюансы, которые для вас очень важны. Может, он об этом и не задумывается. Там, да, вот спасибо, допустим, что ты со мной там съездил в какую-то поездку. Это было для меня очень важно. Меня никто другой не поддержал, а ты поддержал. Спасибо, что ты меня там защитил там когда-то в детстве, там еще что-нибудь. Ну, что-то такое, девочки. Я просто недавно потеряла отца, и я понимаю, о чем тут. Ладно, все. Тут говорят, вы тоже над собой должны поработать. В плане благодарности, может быть, этому человеку, если вы понимаете, о ком идет речь. Угу. Как-то так, мои хорошие. Так, и совет психолога. Фух. Невидимая защита – это результат того, что вы когда-то посеяли семена добра, которые теперь проросли в чьей-то преданности. И психологически этот покровитель – это ответ Вселенной на вашу чистоту. И совет: не ищите прям какие-то отмазки для того, чтобы попозже, может быть, поблагодарить этого человека за все то, что он для вас сделал. Воспользуйтесь первым подвернувшимся поводом, да, может быть, сами перезвоните этому человеку. Благодарность, она возвращается, это все 100 крат, девочки. Идите вперед смелее, зная, что вы не одна. И ваша задача, девочки, это реализовать свой потенциал и не оборачиваться на страх. Идете вперед, не бойтесь ничего. У вас, я думаю, тут не один такой покровитель. Все, мои хорошие, удачи. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.